Дорогие раки, для вас февраль – это месяц, когда вы начинаете чувствовать уверенность, лучше понимаете свои потребности и спокойнее принимаете решения в ключевых сферах жизни. В первой половине месяца активная энергия Водолея через Солнце, Венеру и Марс настраивает вас на обновление мышления и пересмотр привычных дел. Для рака это особенно важно. Появляется желание по-новому выстроить отношения, изменить формат общения в семье и иначе распределить ответственность. Юпитер в вашем знаке остается сильным защитником, несмотря на ретроградное движение. Он помогает укреплять семейные связи, улучшать бытовые условия и возвращает внимание к тому, что действительно дает чувство безопасности. Это хорошее время для пересмотра финансовых привычек, планирования крупных покупок и долгосрочных вложений в дом и семью. Все, что делается сейчас с расчетом и спокойствием, будет работать на вас в дальнейшем. Уран в Тельце добавляет элемент неожиданности. Он может принести новые идеи для заработка, нестандартные решения в финансовых вопросах или полезные изменения в круге общения. Февраль учит раков гибкости без потери устойчивости. Вы начинаете понимать, где стоит отпустить контроль, а где, наоборот, взять ситуацию в свои руки. Ключевая задача февраля – соединить интуицию с конкретными шагами. А сейчас давайте подробнее разберем этот месяц. А начинается он с полнолуния во Льве 2 числа. В этот период многое встает на свои места, и вы четко видите, где переросли ситуацию. Для раков это полнолуние напрямую затрагивает темы личной значимости, семейных ролей и эмоционального вклада в отношения. Вы можете неожиданно почувствовать прилив уверенности и внутреннего тепла, словно приходит понимание, что вы многое выдержали и теперь имеете право на уважение, признание и поддержку. Полнолуние мягко, но настойчиво подталкивает вас проявиться. В эти дни раки могут ясно обозначить свои потребности, не разрушая близость, а наоборот, укрепляя ее. Разговоры, которые происходят в этот день, способны вывести отношения на более честный и зрелый уровень. Вы перестаете угадывать чужие ожидания и начинаете говорить о себе прямо. Эмоционально это полнолуние дает освобождение. Все, что раньше копилось внутри, выходит наружу без надрыва. Многие раки почувствуют облегчение. Это хороший момент, чтобы отпустить старые обиды, простить прежде всего себя и закрыть внутренние долги перед прошлым. Финансовая сфера может получить позитивный поворот. Полнолуние помогает увидеть, где вы недооценивали свой вклад или соглашались на меньшее. В эти дни могут прийти идеи, решения или разговоры, которые помогают укрепить материальную базу семьи. Главное, что дает полнолуние, это уверенность в себе. Вы понимаете, что можете быть и заботливыми, и сильными одновременно. Вы выходите из тени сомнений и начинаете светить своим собственным светом. 14 февраля Сатурн переходит в знак Овна. Завершается период сомнений и неопределенности. Он словно включает свет там, где раньше вы шли на ощупь. Становится ясно, что вы готовы брать на себя, за что отвечать и какие решения действительно ведут к устойчивости. Для рака это особенно важно, потому что вы интуитивны, чувствительны и часто думаете о других больше, чем о себе. Сатурн в Овне помогает вернуть баланс и поставить собственную позицию в центр жизни. В личных и семейных вопросах раки начинают говорить спокойно, уверенно и без внутреннего напряжения. Разговоры о будущем, обязанностях и совместных целях перестают пугать. Наоборот, они дают ощущение надежности. Многие почувствуют, что наконец могут опереться на себя. С профессиональной точки зрения открывается период роста и укрепления авторитета. Это может быть повышение, расширение зоны ответственности или доверие со стороны руководства. Даже если внешне нагрузка увеличивается, внутри появляется ощущение, что вы справляетесь и становитесь сильнее.
Данный транзит благоприятен для тех, кто готов выстраивать долгосрочные проекты, укреплять репутацию и делать ставку на стабильное развитие. Финансовая тема также получает поддержку. Сатурн помогает навести порядок в бюджете, выстроить понятную систему доходов и расходов и избавиться от хаотичных трат. Для раков это шанс перестать тревожиться о деньгах и начать чувствовать контроль над материальной стороной жизни. Решения, принятые в феврале, могут стать основой для финансовой устойчивости на ближайшие годы. Эмоционально данный транзит дает редкое для рака ощущение внутреннего стержня. Вы перестаете сомневаться в своих решениях и меньше зависите от внешнего одобрения. Отношения, которые проходят этот период, становятся крепче, честнее и глубже. Главное, о чем нужно помнить, чем спокойнее и увереннее вы будете действовать, тем легче и устойчивее пойдет дальнейшее развитие. 17 февраля открывается по-настоящему редкое и важное окно возможностей. Новолуние Водолея, усиленное солнечным затмением, становится моментом перезапуска, и вы выходите на новый уровень понимания своей жизни. Сфера финансов в этот день получает поддержку. Затмение помогает увидеть реальную картину доходов и расходов, и это отличное время для наведения порядка в совместном бюджете. В профессиональной сфере новолуние и затмение открывает возможность сменить подход. Это может быть идея, предложение или внутреннее понимание, куда стоит направить усилия. Даже если изменения будут постепенными, внутри у раков появится ясность и мотивация действовать смело и осознанно. Это день, который помогает вам не просто изменить обстоятельства, а выстроить жизнь в соответствии с вашими потребностями. 26 февраля Меркурий разворачивается в ретроградное движение, а также этот день зеркальной датой. Это момент, когда вы получаете второй шанс сделать все правильно, спокойно и осознанно. Для раков ретроградный Меркурий в Рыбах работает прежде всего через интуицию и внутренний диалог. Вы начинаете лучше слышать себя, улавливать тонкие сигналы в словах, настроениях и реакциях окружающих. Коммуникации требуют большей внимательности, но именно это позволяет избежать ошибок и вывести отношения на более честный уровень. В личной и семейной сфере данный период помогает закрыть эмоциональные хвосты. Люди из прошлого могут напомнить о себе, но теперь вы воспринимаете это иначе, без резких эмоций и без внутреннего напряжения. Это хороший момент для примирения, прояснения позиций и расстановки точек над «и». Для раков это шанс окончательно освободиться от старых обид и вернуть внутреннее спокойствие. В профессиональной сфере ретроградный Меркурий дает возможность доработать и улучшить уже начатые проекты. Это идеальное время для исправления ошибок, пересмотра планов и оптимизации рабочих процессов. Все, что вы сейчас приводите в порядок, в марте начнет работать значительно эффективнее. Главное, не спешите. Вдумчивый подход станет вашим преимуществом. Финансово этот период помогает увидеть реальную картину и навести порядок в обязательствах. Проверка счетов, возврат долгов, корректировка бюджета – все проходит с пользой. Вы получаете хорошую возможность укрепить чувство контроля над деньгами и снизить тревожность, связанную с материальной сферой. Зеркальная дата усиливает эффект осознаний. Вы можете неожиданно увидеть повторяющиеся сценарии в отношениях, работе или финансах. И это подсказка. Сейчас вы способны завершить цикл и больше к нему не возвращаться. Используйте этот шанс грамотно. Закрывайте прошлое, укрепляйте настоящее и спокойно готовьтесь к новым возможностям. Февраль 2026 года – это месяц осознанного взросления. События шаг за шагом показывают, где вы стали сильнее, где научились лучше слышать себя и где готовы взять ответственность за собственное будущее. Полнолуние помогает прояснить чувства и расставить эмоциональные акценты,
переход Сатурна дает опору и ощущение устойчивости, даже если решения даются непросто. Затмение мягко, но точно освобождает пространство от всего лишнего, а ретроградный Меркурий помогает закрыть незавершенные темы и выйти из них с опытом. К концу месяца раки чувствуют больше уверенности в себе и в своих действиях. Дом, отношения и финансовые вопросы постепенно приходят в порядок. Эмоции перестают мешать и начинают работать в вашу пользу. Все важное уже началось, и дальше вы входите с чувством устойчивости и спокойной уверенности в завтрашнем дне. Дорогие друзья, если прогноз вам понравился и принес пользу, поставьте лайк и подпишитесь на Астроквазар. Также не пропустите прогноз для рака на 2026 год. Спасибо, что следите за знаками судьбы вместе со мной. С вами был Игорь. До скорого!